Сяо Янь прибыл на остров драконов пустоты, чтобы помочь Цзиянь. Она не смогла поглотить фрукт происхождения дракона и феникса, поэтому полностью превратилась в энергетический кристалл. Справиться с проблемой могло лишь небесное пламя. Драконы пустоты держали в секрете состояние Цзиянь. Она была действительно слишком важна для племени, поэтому ничто не должно было помешать происходящему. Защита острова в это время была организована на высшем уровне. На третий день старейшина Джули повел Сяо Яня к Цзиянь. Они направлялись к горе, однако по дороге Сяо Янь неожиданно увидел знакомое лицо. Как вы думаете, кто это был? Почтенный Тэцзянь. Сяо Янь удивился. Тот был одет в черный халат, а на спине виднелся металлический меч. В прошлом почтенный Тэцзянь сопровождал группу Сяо Яня для спасения Яо Лао. Тем не менее, тогда он остался позади, чтобы преградить путь черному и белому Тяньцзуну. И Сяо Янь думал, что Тэцзянь умер, но он неожиданно встретился с ним снова. Старейшина Джоу Ли рассмеялся, когда увидел выражение Сяо Яня. Это он помог Цзиянь стабилизировать пространственную трещину, чтобы группа могла ускользнуть. Что же касается Тэцзяня, то старейшину впечатлил дух самопожертвования и его характер. Поэтому Джули спас его от рук зала душ, когда Сяо Янь и все остальные смогли уйти. И с тех пор почтенный Тэцзянь находился на Драконьем острове, помогая с различными делами. Дальше он провел Сяо Яня ко входу, где над устьем вулкана находился огромный изумрудно-зеленый котел. В нем можно было увидеть маленькую прекрасную фигуру, ею была Цзиянь. Это место было очень богато огненной энергией. Если Сяо Янь здесь будет пользоваться небесным пламенем, то его мощь сильно возрастет. Однако небесное пламя слишком властно. Нужен чрезвычайно выдающийся контроль, чтобы расплавить кристаллический слой, не сжигая при этом Цзиянь. Но мы-то знаем, насколько умелым стал Сяо Янь. С его нынешними способностями найти того, кто бы лучше контролировал пламя, просто невозможно. Он уже достиг вершины в контроле пламени. Следовательно, это было несложно для него. Очистка энергии фрукта происхождения дракона и феникса была нелегкой задачей. Она потребует все запасы доу-ци, поэтому старейшина Джули достал нефритовую бутылку, в которой находилось 5 капель крови дракона пустоты. Они обладают чрезвычайно большим количеством энергии. Они не только позволяют мгновенно восстановить большое количество доу-ци, но также обладают таинственным эффектом закаливания меридианы костей. Как же Сяо Яню повезло! Ранее он поглотил эссенцию крови небесного феникса, а теперь ему в руки попала кровь дракона пустоты. Такими темпами Сяо Янь будет своим среди всех зверей. Но, как сказал старейшина, можно употребить только 1 каплю, когда доу-ци полностью истощится. Сяо Янь, естественно, понимал, насколько ценна кровь существа вроде древнего дракона пустоты. Эти 5 капель очищенной эссенции крови заставят элитных экспертов сражаться за нее во внешнем мире. В конце концов, эти вещи были способны улучшить тело практика, позволяя ему справиться с некоторыми волшебными зверями. Итак, Сяо Янь начал процесс. Он смотрел на маленькую фигурку в котле. Коричневый столб пламени вылетел наружу и влетел в огромный котел. С появлением небесного пламени температура быстро поднималась. В воздухе образовался огромный огненный дракон. Очищение! Ручная печать Сяо Яня внезапно изменилась. Пламя окутало спящую Цзиянь, защищая от высокой температуры. В то же время множество лучей света начали вылетать со всего острова древнего дракона пустоты. Они останавливались над окружающими горами. Это были члены племени древних драконов пустоты. Сегодня они, похоже, осознали серьезность этого вопроса. У Сяо Яня не было времени отвлекаться. Все его внимание собралось внутри большого котла. После влияния такой страшной температуры кристаллы на теле Цзиянь начали излучать слабое свечение. Кто-то пошутил бы, что это лучший способ приготовить шашлык из дракона. Однако Сяо Янь не мог себе позволить ни малейшей ошибки. На кону стояла жизнь Цзиянь. Небесное пламя непрерывно опускалось на тело маленькой Цзиянь. Не существовало ничего, что не могло бы быть сожжено небесным пламенем. Это касалось любого предмета, в том числе и в этом кристаллическом слое. И вот, наконец, появилась фиолетово-золотая жидкость. Кристалл дракона и феникса начал таять. Все наблюдавшие стали ликовать. Старейшина Джули сразу понял, что попытка расплавить кристаллы потребует много времени. Теперь им стоило только спокойно ждать, пока кристаллический слой на теле Цзиянь полностью не растает. В ожидании промелькнуло 10 дней.
Сяо Янь нисколечки не отдыхал. Дао Ци в его теле уже дважды полностью истощалась, но во время этих двух случаев он не использовал кровь древнего дракона пустоты. Вместо этого он опирался на технику сжигания, насильно поглощая окружающую энергию. Но на 15-й день Сяо Янь не смог выдержать такого истощения. Тогда он вынул каплю крови древнего дракона и поглотил ее. Когда в его тело попала кровь существа древнего дракона, кожа Сяо Яню сразу засверкала ярко-золотым светом. Огромная и могучая энергия, как буря, охватила его тело. Его измученные меридианы снова быстро заполнялись огромным количеством Дао Ци. Сяо Янь почувствовал, что его кости, мышцы и вены медленно становились более прочными и мощными. Такую энергию можно сравнить лишь с некоторыми целебными пилюлями высочайшего ранга. Древний дракон пустоты действительно был достоин называться высшим существом в мире зверей. Кристаллический слой на поверхности тела Цзиянь полностью исчез, но внутренности тела Цзиянь все еще были кристаллизованы. Сяо Янь приступил ко второму шагу, не менее сложному. Прошел еще месяц. И если все завершится успешно, пробудится существо, которое обладает настоящей королевской родословной мира волшебных зверей. Цзиянь родится заново. И все было бы хорошо, однако в это время на остров произошло нападение. Джули услышал яростный крик. «Вы все очень отважны, раз на самом деле смеете нападать на мой остров Восточного Дракона!» Выражение Джули помрачнело, стоило ему услышать этот яростный крик. Он посмотрел в пустоту снаружи. В пустом пространстве внезапно появились многочисленные лучи света. Через мгновение лучи света медленно опустились к острову древнего дракона пустоты. Свет рассеялся, и появилось множество фигур с мощными аурами. Большинство этих фигур носили темно-золотые доспехи. На их доспехах изображался дракон. Дракон, казалось, смутно двигался, будто бы был живым. От него незримо излучалось мощное давление. Это были тоже драконы пустоты. И все дело в том, что драконий остров был разделен. 4 части воевали друг с другом. И на этот раз напал остров Западного Дракона и остров Южного Дракона. Многочисленные эксперты, считающиеся сильнейшими по меркам центральных равнин, прибыли. Пространство в небе исказилось. Их возглавлял король Западного острова Дракона по имени Сяо Яо. Его сила на ранге Банше мнимого святого, а встретил его старейшина Цию, тоже на уровне полусвятого. В этот момент его обычно бесстрастное лицо стало чрезвычайно суровым. Из него смутно исходило сильное чувство гнева. Да уж, следует крайне интересное событие, и сумеет ли Сяо Янь в этом хаосе спасти Цзиянь. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!